прошлой серии «Бедной Насти». Мы предназначены друг другу судьбой. Да что заставляет вас так думать? В тот день, когда она родилась, стоит только одна запись об Анастасии. И ни полуслова о рождении моей сестры. Невесте слезы не к лицу. Я вообще не уверена, что хочу этой свадьбы. Что? Зачем мне такая дура в поместье нужна? Сегодня жандармы Калиновскую ищут, а завтра поди и по твою душу придут. Что вы стоите? Взять ее, ну! Назад! Оля! Я хочу знать, кто такая эта Анастасия. Кем бы она ни была. Вы от меня что-то скрываете. Не сметь! Что вы стоите? Что вам еще нужно? Какие еще вам нужны жертвы? Рад вашему возвращению, князь. Благодарю вас, Ваше Величество. Каковы результаты расследования? Узнали что-нибудь? Мне доподлинно известно, что за изготовлением поддельных документов и распространением фальшивых купюр стоит господин Забалуев, предводитель уездного дворянства. Забалуев? Андрей Платонович Забалуев. Следствие началось? Виновный отдан правосудию. Следствие идет полным ходом. Свидетели? Свидетельских показаний предостаточно. Также господин Забалуев предстанет перед судом по обвинению в убийстве и получит по заслугам. Что ж, пора и вам, князь, получить по заслугам. Что получить, Ваше Величество? Новое задание, разумеется. Я доволен вами, князь. Весьма доволен. Вы хорошо проявили себя и, надеюсь, достойны следующего поручения. Плохи, плохи ваши дела, Андрей Платонович, плохи. Все эти письма свидетельствуют против вас, а их вон сколько. Ну, не я первый, не я последний. Не вы первый, не вы последний, кто отправится в каторгу. Вы это хотели сказать? Нет, нет, нет. Не я первый, не я последний, кто пал оклеветанный молвой. Не я первый, не я последний честный человек, которого оклеветали, оговорили, возвели напраслину. Вы утверждаете, что все вас оговаривают? Да. Да. А почему выбрали для нападок именно вас? Мстят они, Фрол Прокопыч. Мстят. Честность, неподкупности мои простить не могут. Вон. Ведь не лень писать. И еще будут, поверьте. Ну, это мы выясним. Да, но ведь и родственники вашей супруги вас тоже обвиняют. Кого вы слушаете? Из всего семейства Долгоруких, ну, разве что Софья Петровна с неподмоченной репутацией, и то по молодости лет. А остальные-то... Ох. К порядку.
к порядку. Если позволите, я про них такое вам расскажу. Легки на помине. Князь, княгиня, пожалуйте, пожалуйте. Пожалуйте, присаживайтесь. Вот господин Забалуев настаивает на том, что все обвинения, выдвинутые против него, в том числе и вами, они ложные. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Я все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Скажи Варваре, пусть приготовит все необходимое. Барон, говорить о том, что в поместье находится наследник, запрещено. Строжайше запрещено. Вы хорошо меня поняли? Перекрыть все входы и выходы. Быстро, ни одна живая душа не должна покинуть помещение. Идите. Послушайте, граф, если предел вашему цинизму, вы преследуете людей, как охотники, загоняющие борзыми дичь. И вот к чему приводит ваш гон. И после этого вы еще смеете отдавать свои гнусные распоряжения, Ваше Высочество. не покинув этой комнаты? Ваше Высочество. Видит Бог, ни я, ни мои люди не хотели смерти этой несчастной, но у меня был приказ задержать ее, а покинуть эту комнату я могу только, к сожалению, вместе с вами. Вы забываетесь, граф. Я не подчиняюсь вашим приказам! Успокойтесь, Ваше Высочество. Успокойтесь. Вас ждут в Петербурге. Я уеду отсюда, когда сочту нужным. Но я же должен доставить вас во дворец.
Я не меняю своих решений. Или вы примените силу? Что вы? Что вы, ваше высочество? Значит, вы твердо отказываетесь ехать с нами? Тогда я попрошу вас написать об этом государю своей рукой. Я принесу бумагу и перо. Владимир, оставьте! Вот. Вручите это вместо письма его императорскому величеству. Александр Николаевич, и все же я прошу вас подумать. Вы подвергаете себя здесь большой опасности. Пока его высочество находится в моем доме, никакая опасность ему не грозит. Вот, значит, вы какая. Княжна Лиза Долгорукая. Мне известно, какие невзгоды пришлось пережить вашей семье. Сочувствую вам. Благодарю вас, ваше императорское величество. Но сейчас, насколько я знаю, положение улучшилось? Да, во многом благодаря Михаилу Александровичу Репнину, брата Наташи. Вы похожи на свою мать. Вы находите? Да. И не только чертами. Я чувствую в вас тот же пыл, ту же безудержную силу, что и в ней. С вашей матушкой мы познакомились, когда ее впервые представили ко двору. Это было еще до того, как она знала папа? Они познакомились на этом балу. Я была свидетельницей рождения их любви. Папа пригласил маман на танец? Как бы не так. Будущая княгиня сама сделала первый шаг. Мама? Да. Она нарушила все возможные правила этикета. Князь Долгорукий был тогда печален. Он выглядел одиноким и неприступным, как скала. Ведь незадолго перед тем он потерял бабушку и дедушку. Вы хотите сказать родителей? Нет, милая. Разве вам не говорили, что ваш папа рос сиротой? Он потерял отца и мать, когда был ребенком. Его воспитали бабушка и дедушка. Разве вы не знали? Да, разумеется. Просто мы так давно уже не вспоминали об этом. Фрол Прокопьевич, эти господа не имеют права присутствовать при нашей беседе. Я возражаю. Вынужден отклонить ваш протест. Князь и княгиня Долгорукие являются основными свидетелями по вашему делу. И я сам лично пригласил их для этой беседы. Ну, какие основные свидетели? Они заинтересованная сторона. Это мое право приглашать кого нужно на сегодняшнюю беседу. Итак, господа, начнем. Господин Забалуев лгал нам с самого начала нашего знакомства. Он говорил, что он богат, видимо, чтобы жениться на нашей дочери и завладеть ее приданым. Но, может быть, это был союз по взаимной любви? Да. О, нет, что вы. Дочка так противилась этому браку. Противилась. В отличие от ее маменьки, которой так не терпелось подороже продать свое ненаглядное чадо,
Видите, как она волнуется? Потому что просчиталась. Замолчите, мерзавец. Господин Забалуев, Ваша честь, он лгал, когда говорил, что не имеет никакого отношения к фальшивым ассигнациям. И кроме того, он хотел обвинить в этом мою жену. Не я, а господин Шулер. И не забывайте, что он убил цыгана. Ну, всем известно, как я по-доброму отношусь к цыганам. Их табор уже не первый год стоит на моей земле. И что с того? В других уездах стараются изгнать цыган с земли. Считают, что все зло от них. И воровство, и пьянство. А я... Значит, вы отрицаете свою причастность к убийству цыгана. Господин Забалуев, прежде чем ответить на этот вопрос, вспомните, что лжесвидетельство наказывается законом. Это была самооборона. Итак, вы признаетесь в убийстве цыгана? Простите, господа, я должен ненадолго оставить вас. По этому делу появились какие-то новые сведения, подробности. Я ненадолго, я скоро вернусь. Утешение, сочувствие. Все это настолько глупо и беспомощно сейчас. Но знайте, слышите? Знайте, что мы с Владимиром рядом, и мы оставим вас только в том случае, если вы сами этого захотите. Недурно сказано. Дует откуда-то. Озяб. Боитесь холодов, Андрей Платонович? Да уж. Не люблю. С некоторых пор. Да, туго вам там придется. Где это там? Да в Сибири. А я туда не собираюсь. Как так? А вот так. Судья придет, а я ему... Не знаю, ничего не веду, все забыл. А, что, где? И не видать мне наказания. Перестаньте поясничать, шут Гороховый. Да. Молите Бога, чтобы вас обман не открылся, а то ближайшие 25 лет суда. Полегче, господин Забалуев. Ах, какой образец добродетели! Посмотрите на это семейство. По собственному мужу, как по зайцу палила, несчастного барона угробила, чужое имение присвоить хотела, а все туда же... Замолчите! В чужом глазу соломинку видим, в своем бревна не разглядим. Я сегодня впервые видела императрицу. Я слышала о ней много хорошего, но не знала, что она такая чудесная. Государыня наша достойна самой преданной любви. Представляете, Мишель? Она знала моих родителей еще до того, как они поженились. И видела, как они познакомились. Что с вами, Лиза? Я подумала, жаль, что мы не знаем все о своих близких. Посторонние люди порой знают о них куда больше, чем мы.
Ну, откровенно говоря, я не понимаю, зачем скрывать что-то от своих собственных детей? От моих у меня не будет тайн. Не зарекайся, Елизавета Петровна, не Я зарекайся. буду с ними предельно честна и откровенна. Ну, как прошла ваша аудиенция у императора? Хорошо. Хорошо. Что это за ответ? Расскажите, что он вам сказал? Сказал, что доволен моей работой и будет впредь давать мне много новых заданий. Я не хочу утомлять вас подробностями. К тому же, у меня для вас сюрприз. Сюрприз! Когда-то вы сказали мне, что первый бокал шампанского выпили в Петербурге. Я бы хотел, чтобы второй бокал шампанского вы выпили со мной. Не откажите. Первым бокалом шампанского вас угостил Владимир Корф. Откуда вы знаете? Я вам этого не говорила. Вы не первая девушка, которая вспоминает при мне про Владимира. У всех барышень при этом на лице появляется одно и то же выражение. Какое? Печали и сожаления. Это потому, что я тогда была влюблена и счастлива. И мне казалось, что эта любовь и счастье будет со мной всегда. Но потом все ушло. Растаяло, как дым. Все вернется, Елизавета Петровна. Дайте срок. Подержите. Я откупорю бутылку. Выпьем за то, что нас ждет в будущем. За новое счастье, новую любовь. Хватит вспоминать. Настало время новых впечатлений. Какое обворожительное создание ваша будущая родственница. Она ваша будущая родственница, я не ошиблась? Свадьба состоится? Да. Да. Вас что-то тревожит, княжна? Я никогда не умела скрывать от вас свои мысли. Расскажите мне. У меня есть подозрение, что пока я была при дворе, у Андрея Петровича появилась возлюбленная. Кто она? Одна из его крепостных. Вот оно что. Тогда у вас нет повода для тревоги. Кто не заводил интрижек с крепостными? Ваше Величество, возможно, я ошибаюсь, но если у моего жениха другая женщина, мне безразлично, крепостная она или знатная дама. Он любит вас? Да. Тогда забудьте об остальном. Я не могу. Эта девушка ждет ребенка. И, по-моему, это ребенок Андрея Петровича. Я же просил тебя. Посмотри, что ты натворила. Мы же договорились, что сначала я должен предупредить Владимира и Анну. Я просто выхожу из себя.
когда вижу, что к тебе прикасаются другие девушки. Твой игривый тон здесь неуместен. Благодарю вас, ваше высочество. Послушайте, что, черт возьми, здесь происходит? Что это? Это мое пронзенное сердце. Госпожа Калиновская, ваши выдумки с каждым разом становятся все изощреннее. Это я придумал. Нам помогла одна цыганка из табора, Рада. Она наполнила пузырь овечьей кровью, а Ольга привязала его себе под платье. Остальное вы видели. Слава нашим жандармам. Люди пытаются укрыться от них на том свете. Нас действительно загнали в угол. Мы не хотели ни вас, Владимир, ни вас, Анна, впутывать в этот обман, но ваша реакция помогла нам убедить жандармов, что Ольга действительно погибла. Ваше Высочество, мы бы в любом случае не ударили в грязь лицом. Но переиграть госпожу Калиновскую было бы нелегко. Простите нас за этот спектакль, особенно за его финал. Мы не хотели вас так испугать. Ничего, мне уже лучше, правда. И я думаю, что господин Бенкендорф тоже уже пришел в себя. Послушайте, а вы не думаете, что теперь его люди будут следить за нами? Анна права. Как же нам теперь поступить с воскресшей госпожой Калиновской? Я думаю, вы зря принимаете так близко к сердцу легкое увлечение вашего жениха. Кто вам сказал, что будущий ребенок этой девушки от него? Она звала его в бреду, когда чуть не потеряла ребенка. Она произнесла имя Андрей? Да. Хотите, я попрошу его величество, чтобы он распорядился посчитать, сколько в России мужчин по имени Андрей? Поначалу я тоже так думала. Но я точно знаю, что эта девушка очень небезразлична к Андрею Петровичу. Я даже сопереживала ее безответному, как мне тогда казалось, чувству. Потом его жесты, взгляды. Вы не пытались поговорить об этом с самим Андреем Петровичем? До моего приезда в поместье мы часто ссорились. Теперь все прекрасно, и я боюсь это разрушить. А может быть, вы боитесь услышать положительный ответ? Может быть. Вы любите Андрея Петровича? Да. Вот об этом и думайте. Любовь нужно беречь. Гоните прочь дурные мысли. Я бы рада, но я не могу. Принцесса Мария сумела, сумеете и вы. Мария знала о том, что Александр спасает Ольгу. Знала? Да. Но она поверила Александру. Она поняла, что у него были причины на то, чтобы поступить так, и причины самые благородные. Любовь и доверие должны идти рука об руку. Господа, я готов огласить свое решение. Прошу вас, встаньте. Петя, это Сибирь. Андрей Платонович Забалуев, суд признал вас виновным в убийстве и изготовлении фальшивых денег.
За это вы должны будете возместить суду материальные издержки, а также выплатить штраф. О размере штрафа и сумме судебных издержек, а также о сроках выплаты вами будет сообщено в письменном виде в ближайшее время. Штраф за убийство? Немыслимо. Решение окончательно и обжалованию не подлежит. Честь имею. Никогда не сомневался в справедливости нашего суда. Рано радуетесь, паяц. Это угроза? Пойдем, Маша. И то верно. Давайте поедем домой. День был сегодня тяжелый, мы все устали. Домой? Ну, разумеется. По домам. Вы поедете в свою развалюху, а в нашем доме с этой секунды ноги, чтобы вашей не было. Признаться, я немного волнуюсь от предстоящей встречи с этой графиней. Я слышала немного отзывов, и все очень лестные. Графиня чудесная женщина. Она умница, прекрасно разбирается в театре и литературе, а странный язык. И она хороша собой? Одна из красивейших женщин Петербурга. Мне не терпится с ней познакомиться. Я вас понимаю. Такие знакомства выпадают нечасто, и о них не забываешь. Впрочем, я думаю, может быть, отменить мой визит? Понравлюсь ли я ей? Вы сомневаетесь в этом? Не знаю. Смогу ли я на должном уровне поддержать разговоры о театре и литературе? Или я попаду в просак? О, она не даст вам почувствовать, что вы оказались не на высоте. Графиня воплощение такта. И вам, очевидно, приходилось бывать на ее званых обедах? Приходилось и не раз. Возможно, она питается пыльцой и утоляет жажду нектаром. Нет, она богиня, она не простая смертная. Пожалуй, вы правы. Это богиня. Мишель, вы влюблены в нее по уши? Что греха таить. В эту женщину невозможно не влюбиться. Все члены нашего семейства влюблены в нее без памяти. Особенно мой папа. Когда-то она, когда он был маленьким, еще совсем ребенком, она качала его на собственных руках. Кстати, первые буквы русского алфавита он тоже узнал от нее. Оказывается, это так приятно быть мертвой. Такая свобода. Теперь я могу делать все, что хочу. И чего вы хотите? У меня есть только одно желание. Оставаться подле вас. Вам нужно уехать в Польшу. В Польшу? Но ведь новость о моей гибели скоро достигнет моей семьи. Подумайте, Ольга, сколько радости вы подарите своим родным своим возвращением. Только радоваться они будут недолго. Отправить меня в Польшу – то же самое, что отправить меня на верную смерть. Для чего тогда весь этот балаган? Но и в России вы оставаться не можете. Ваше Высочество, в словах госпожи Калиновской есть доля истины.
ваше возвращение в Польшу не пройдет незамеченным. Слухи о том, что вы живы, достигнуты Петербурга. Вы же не думаете, что труженики тайной полиции во главе с Александром Христофоровичем этому обрадуются? Да. Бенкендорф никогда не простит тех, кто его дурачил. Видите? Назад дороги нет. Ваше Высочество, Ольга сейчас в безопасности. Мое поместье в вашем распоряжении. Даст Бог, придумаем, что делать дальше. Нравится? Ваше Высочество, вы? Думаете, вам все это снится, господин Забалуев? Ну, здравствуйте, Андрей Платонович. Давненько не виделись. Да, здравствуйте. Ну, как? Как вы сюда вошли? Ну, еще не придумана та дверь, в которую я бы затруднился войти. Да, как-то я не сразу и смекнул добро пожаловать. Конечно, очень рад, но... Недурно, да? О, слов не нахожу. Да. И мне нравится тоже. Третье отделение долго помнит тех, кто его огорчил, равно как и тех, кто обрадовал. Садитесь. Не забыли? 1826. Ну, как можно забыть? Да. Когда бы не вы, не поймали бы мы того орла, который с декабристами дружбу-то водил. Как его фамилия-то, я не помню. Григорьев. Вот. Угу. Ну, я песчинка? Конечно. Позвольте узнать, с вашего распоряжения все эти блага? С моего. Век не забуду. А там в суде тоже вы. Совершенно верно. Только это была услуга посерьезнее. И придется за нее вам потрудиться. Разумеется. Можете рассчитывать на меня во всем. Я весь внимание, я весь сплошное ухо. Это отрадно слышать. Полагаю, с бароном Корфом вы знакомы. Бываете у него, да? Не часто. Наши отношения нельзя назвать дружескими. А надо подружиться. Надо. Да. Дружить вообще хорошо, Андрей Платонович. Хорошо. Да. И бывать надо у него как можно чаще.
Да-да-да, да-да-да. К делу. В поместье Корфа поселился наследник. Инкогнито. Да-да-да, да-да-да. Чей наследник? А вы не понимаете? Как вы в таких случаях делаете? Да, он. И я должен знать о каждом его шаге. Разумеется, для вас он всего лишь один из приятелей Корфа. Да-да-да, да-да-да. Один из приятелей. Один из приятелей. И еще никто не должен знать, что цесаревич здесь. Вы не должны доверяться никому. Ясно вам? Абсолютно. Это хорошо, что ясно. Потому что если с ним, по вашему недосмотру, что-либо случится, то все это моментально исчезнет. А ваша свобода превратится в несвободу. На каторге. На каторге, да. На каторге. Кандалы, да. Ну, вы шутник известный, Александр Христофорович. Понятно вам? Александр Христофорович, не извольте сомневаться. Все будет исполнено в лучшем виде.